Здравствуй, Андрей. Игра GTA San Andreas всегда была очень гибкой для моддинга, так же как ее предшественники на движке RenderWare. Однако, несмотря на развитие моддинга в GTA 5, как глобального, так и мультиплеерного, малое количество людей до сих пор предпочитают играть именно в GTA San Andreas. Даже я отношусь к данной группе людей. В этом видео я расскажу, релиз каких глобальных модификаций для GTA San Andreas я жду больше всего. Желаю вам приятного просмотра. Первой модификацией в этом видео будет MTA Remake. Эта модификация в частности посвящена симуляции общественного транспорта. В разработке находилась своя собственная карта, однако из-за нехватки кадров, в частности из-за нехватки программистов, релиз данного проекта находится под вопросом. Пожалуй, если этот проект даже не отойдет от своей задумки, как это сделала GTA Провинция, то этот проект будет отличной альтернативой ей. Второй модификацией, которую я жду, является ORM GTA Криминальная Россия. Команда Crime Team решила полностью переделать карту проекта. Хотя отчасти карта будет похожа на всем привычную карту, однако будет введено немалое количество изменений по карте, будет добавлено много нового транспорта и даже вполне возможно будет сюжетная линия. Также разработчики этой модификации поддерживают связь со старыми разработчиками, благодаря чему в их группе можно узнать много интересной информации, разработки и прочих интересных фактов о GTA Криминальной России. Кстати, ссылки на все группы проектов вы найдете в описании. Однако, несмотря на то, что работа кипит, новостей, когда же все же стоит ждать релиз версии 3.1 проекта, нет. Третьей модификацией будет Grand Theft Auto 5 X4 2SA. Эта модификация переносит карты из GTA 5 и GTA 4 в GTA San Andreas. Помимо карты на этом проекте можно встретить разный транспорт из этих игр, также из некоторых других, скины из этих игр, оружие. Данный проект также имеет трудности в плане скриптеров, однако есть люди, которые готовы помочь в развитии данной модификации. Проект также интересен не русской говорящей аудитории. Дата релиза новой версии неизвестна, однако работа также активно ведется. Четвертая модификация у нас будет уже иностранная, а именно GTA Underground. Эта модификация объединяет все карты игр Rockstar вселенной 3D. На проекте уже можно повстречать такие уже привычные города, как Лос-Сантос, Сан-Фьерро, Лос-Вентурас, Вайс-Сити, Либерти-Сити, а также довольно-таки необычные для GTA San Andreas карты Булварда, а также Карсер-Сити. Помимо карты из игр Rockstar можно посещать и города собственного производства разработчиков. Проект активно продолжает разрабатываться, в частности сейчас делается упор также и на мультиплеер, основанный на сампе. Однако разработчикам еще предстоит много работы по соединению самих городов. И пожалуй под конец разработки эту модификацию вправе можно будет назвать самой большой по карте модификацией для игры GTA San Andreas. Дата релиза также неизвестна, хотя возможно релиз состоится уже в этом году. И последняя модификация у нас будет MTA Провинция. Думаю, никого не удивил присутствием данной модификации в ролике. Эта модификация, так же как и MTA Remake, сделана с упором на общественный транспорт. Хотя чем дольше проект существует, тем меньше в это хочется верить. В целом карта проекта закончена. В карте не имеется больше никаких дыр, кроме баговых, а сама карта выглядит вполне законченной. Имеется 3 города, прототипами которых служат города Самара, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти, Волчанск и другие. В проекте имеется много разнообразного транспорта, ну или почти разнообразного. А в демо его станет еще больше. И не станет. Релиз новой версии проекта состоится уже буквально на днях. Я очень сильно его жду. В частности из-за новых составов поездов, новых трамваев, автобусов Волчанска. Что ж, это был мой список всех глобальных модификаций, релиз которых я очень сильно жду. В комментариях вы можете написать, какие глобальные модификации для GTA San Andreas ждете именно вы,
или просто можете проголосовать в верхнем правом углу экрана за любимую модификацию. А с вами был Андрей, всем удачи, пока!